Привет, друзья! Сегодня у меня постное, но очень необычное печенье. Посмотрите, с каким красивым оно узором. Мне очень нравится этот узор, возможно, у вас возникнут другие ассоциации, но мне оно напоминает цветы. Давайте попробуем приготовить вместе. Сначала готовлю шоколадное тесто. Для этого смешиваю половину сахара, 40 мл воды и половину подсолнечного масла. Добавляю столовую ложку крахмала. Всыпаю какао и тщательно перемешиваю. Добавляю четверть имеющейся муки. Вымешиваю тесто и формирую шарик. Теперь подготовлю светлое тесто. Для этого смешиваю сахар, воду, растительное масло. Друзья, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Высыпаю весь крахмал. Добавляю разрыхлитель и соль. Частями добавляю муку. Тщательно перемешиваю вилкой, а затем начинаю вымешивать тесто руками. Раскатываю тесто и обрезаю края, чтобы получился прямоугольник. Нарезаю на полоски шириной примерно 1 см. Раскатываю светлое тесто. Также обрезаю ножом, чтобы получился прямоугольник.
Полоски шоколадного теста раскладываю на светлое тесто, выдерживая одинаковый интервал. Раскатываю скалкой, чтобы полоски шоколадного теста соединились с белым тестом. Снова обрезаю края, чтобы получился правильный прямоугольник. Скатываю рулет. Нарезаю на кружочки одинакового размера. У меня они получились примерно 6 мм толщиной. Выпекаю при температуре 180 градусов 15 минут. В печенье нет ни сливочного масла, ни яйца. Тесто получается очень упругое, хорошо лепится. Можно делать любой узор. В принципе, тут можно поэкспериментировать. Вот оно получается такое красивое, необычное. Мне оно напоминает цветы, как я уже говорила. Печенье очень хрустящее, с приятным ароматом шоколада. Мне оно напоминает крекер Мария. Конечно, это печенье имеет не такой богатый вкус, как печенье со сливочным маслом, но тем не менее это отличный вариант разнообразить свое питание в пост. Оно будет замечательным десертом к чаю или кофе. Попробуйте приготовить. Друзья, поделитесь этим видео в соцсетях и ставьте большой лайк, если вам понравилось.